Здравствуйте, весы! Сегодняшний таро-прогноз делаем для вашего знака зодиака. Расклад на вторую половину месяца августа. Давайте посмотрим, что ожидает весов. Воздушный знак зодиака, что ожидает вас в оставшейся части августа месяца, последний месяц лета, да, что вас ждет. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, также можете оставить лайк или сообщение под этим видео, что будет вашей душе угодно. Я буду рада любой обратной связи с вашей стороны. Также можете поделиться этим видео с кем-нибудь из ваших знакомых, из ваших близких, из ваших родных. Буду очень признательна. Возможно, кто-то из них станет также моим новым зрителем. Итак, весы, давайте посмотрим, что здесь у вас есть. Первая карта — влюбленная карта парных взаимоотношений, карта, говорящая о союзе с кем-то, да, то есть это пара, это любые вопросы, касающиеся пары, это любые вопросы, касающиеся выбора, то есть вам нужно, возможно, сделать выбор. Выбор должен соответствовать какой-то там, не знаю, вашей внутренней этике, вашим внутренним установкам моральным, и также вы должны убедиться в том, что ваши решения, когда вы их принимаете, что они соответствует вот правильному, да, отношению к окружающим людям, чтобы это никому не навредило. То есть здесь может быть какое-то решение, касающееся отношений с другим человеком. Также здесь есть карта пажа жезлов, поэтому может быть как-то задействован человек огненного знака. Это лев, овен или стрелец, может младше вас. Тут же есть семерка мечей, которая обычно говорит про ложь, обман, сокрытие какой-то информации. Плохо это или хорошо, потому что иногда бывает ложь во благо, но в любом случае семерка мечей заставляет задуматься, особенно когда мы говорим о парных отношениях. И тут же есть восьмерка мечей. То есть однозначно не нужно пытаться кого-то обмануть, но нужно быть осторожнее, чтобы вас не обманули также. Вы можете испытывать определенную скованность или ограниченность в определенной ситуации, потому что вы чувствуете себя будто связанными по рукам и ногам. Может быть, чувствуете, что вас загнали в ловушку, хотя это не так на самом деле. А здесь больше вы надумываете себе эту ситуацию. То есть здесь больше ментальных каких-то ограничений ваших. И вы можете думать, что если я попытаюсь что-то изменить, у меня не получится, или я не справлюсь, или вам кто-то говорит, что вы не справитесь. То есть здесь вот речь идет о том, что вам нужно вырваться из этой ситуации, которая вас изматывает, которая вытягивает из вас силы, а вы, может быть, не хотите этого делать, потому что боитесь разорвать эти связи, боитесь здесь какого-то обмана, или боитесь, что что-то может пойти не так, или что вы столкнетесь с какими-то подводными здесь камнями, да. То есть вот она, восьмерка мечей, это ваши страхи, это вы сами себя загнали в ловушку этих переживаний и боитесь, что у вас что-то может не получиться, как будто сами себя в угол загоняете. А может быть, вас кто-то загоняет в угол, потому что пытается обмануть, поступить с вами нечестно. Вы боитесь этого обмана, да? Либо вы себя сами обманом, какой-то нечестностью и неправильным отношениям парным с кем-то можете загнать в ловушку, если вы пытаетесь кого-то обмануть. Поэтому нужно быть осторожнее в любом случае и тоже поступать честно в отношении других. Тут же есть карта башня. И да, для кого-то, возможно, эта ситуация, она будет... Либо это недавно произошло, либо сейчас происходит какое-то очень важное сокрушительное событие. И по девятке жезлов здесь вы стараетесь как будто себя оградить, защитить от этих ситуаций, да, защитить, может быть, себя или свою семью, или своих близких от вот этого вот состояния башни, каких-то разрушений этой молнии, которая пронзает это дерево, да, разрушает дом или разрушает стабильность привычную. То есть что-то здесь нужно, возможно, снести, потому что оно больше не подходит, оно старое, оно не работает как нужно. Либо что-то происходит внезапно, и для вас это такой стресс, потрясение, и вы в этой ситуации стараетесь как-то защититься, то есть стараетесь выстроить этот чистокол по девятке жезлов, этот забор, чтобы каким-то образом защитить себя. Да, ну, возможно, выждать какой-то период, пока ситуация более-менее уляжется. Но да, девятка жезлов, она говорит о желании прям вот себя оградить от чего-то, оградить от этой разрушительной ситуации. Ну, давайте посмотрим. Здесь же есть двойка мечей.
и шестерка жезлов, карта двойка мечей, карта шестерка жезлов, желание выйти победителем в какой-то ситуации, двойка мечей тоже по сути говорит о выборе. Вот у нас первая карта была карта влюбленная, это выбор, и двойка мечей это тоже по сути как будто бы выбор. То есть вам нужно принять решение, но вы, возможно, не хотите смотреть правде в глаза, потому что здесь глаза у нее завязаны. Вы застряли в этой ситуации, но эта шестерка жезлов, она в принципе настроена на победу. Она показывает на то, что после такого испытания, которое вы проживаете, после того решения, которое вы примете, или этой ситуации с башней, да, у вас будет результат, который как будто бы будет успешным. То есть все начнет складываться успешно, и результат будет в вашу пользу. Результат будет для вас победным. Правильное решение вы какое-то принимаете, правильное и хорошее для себя. То есть это хорошая очень карта, даже вот при таком количестве, может быть, да, негативных карт, но вот эта ситуация, она обернется тем, что она будет успешной, или вы сможете уверенность в себе опять-таки как-то возродить. Может быть, это публично кто-то заметит, да, ваши заслуги или то, как вы правильно поступаете в сложившихся обстоятельствах. То есть по шестерке жезлов вас как будто бы замечают, хвалят за что-то, да, вот за то, что вы вот правильно здесь в этой ситуации поступаете. Вот поэтому шестерка жезлов, тут же появляется такая искорка огня, энтузиазма, может быть общение с огненным знаком зодиака, это Лев, Овен или Стрелец. И тут же карта смерть, карта серьезной трансформации, изменений, которые у вас происходят с этой картой башня, собственно, и вот этими переменами, когда вы посмотрели правде в глаза, увидели истинную суть, и когда вы довольно решительно готовы положить чему-то конец, когда старая версия себя уходит, да, и вы становитесь совершенно другим, новым человеком, когда вы готовы что-то прекратить, завершить, вот что-то как прекращается, отпадает, потому что подходит к концу. И вот вместе с этой ситуацией и вы меняетесь. Потому что вот старая версия вас, она уже как будто бы не подходит, вы трансформируетесь, перерождаетесь. Поэтому карта смерть. Дальше идет тройка кубков или тройка чаш, я еще называю. Это карта туза жезлов, кстати, замечательно, потому что туз жезлов — искорка нового начинания какого-то, возможно, ощущение, что я все смогу, совсем справлюсь. Она идет в противовес восьмерке жезлов. Она показывает, что вы здесь настроены очень решительно и смело. И если даже кто-то здесь сталкивается с трудностями, то выныривает из этих трудностей. Здесь можете получить поддержку по тройке кубков окружающих людей. Вы здесь, может быть, какую-то свою стратегию выстраиваете, не раскрываете много информации окружающим людям, поэтому семерка мечей, то есть стараетесь не раскрывать все свои карты, но в любом случае здесь очень много чувства независимости и хорошего, успешного решения, которое вы принимаете. То есть здесь какой-то хороший прорыв будет, и в конечном итоге, если вы выстраиваете какую-то стратегию, то она для вас завершается очень радостным событием или каким-то успешным таким вот результатом, который вы хотите отметить с группой единомышленников или рассказать им об этих результатах, соответственно. Но на этапе планирования, возможно, нужно помалкивать и не рассказывать о тех первых шагах, которые вы хотите сделать в достижении этой цели. Тут же есть карта шестерка кубков и карта пятерка чаш. Возможно, что-то здесь касается в этих парных отношениях вас, ваших детей, внуков, да, по шестерке кубков. Может быть, какая-то проблема была в ситуации с ними или в отношениях с ними, поэтому пятерка чаш как проблема в семье, проблема в доме, которую тяжело или невозможно вынести на всеобщее обозрение. Ее нужно решать дома, да, поэтому она как закрытая, вы об этом можете не говорить. Может быть, у вас дома что-то происходит, а вы не говорите об этом коллегам или близким друзьям, потому что сильно переживаете и не знаете, как они это воспримут. Но для вас это прям какие-то такие вот, как башня, потрясения происходят. Но в любом случае, да, тут еще туз мечей, находится решение. Находится выход из этого лабиринта. Здесь много решительности есть по тузу жезлов.
тузу мечей и сила. Карта сила — это карта возможностей ваших здесь решить любой вопрос, потому что вы здесь в состоянии оказать влияние на происходящую ситуацию. У вас достаточно смелости для того, чтобы принять какую-то правду и посмотреть правде в глаза, а также говорить любую необходимую правду ясно, говорить ее прямо, говорить честно. И вам нужно, возможно, будет здесь решить какие-то вопросы, которые в семье происходят, потому что вот здесь вот либо какие-то ситуации, вот как в прошлом произошедшие, потому что есть шестерка кубков, может быть, вас какая-то историческая связь связывает с какими-то людьми, местами или ситуациями, и вам не нужно зацикливаться на прошлых ситуациях, на том, что раньше произошло, если что-то не так было, да, то есть не переживать из-за того, что когда-то было там много лет назад, да, и не таить какую-то серьезную обиду, а стараться позитивно смотреть на вещи, постараться вынести урок из этой ситуации и предельно ясно и четко мыслить и основываться на фактах, двигаться вперед, соответственно, да, и иметь эту силу в себе, этот стержень, чтобы двигаться вперед, не зацикливаясь на какой-то скорби, да, или на каких-то неудачах, которые были в прошлом. То есть вам нужно здесь себя таким образом освободить и разорвать отношения с чем-то прошлым, что вас вот разочаровывает, расстраивает и что заставляло вас держать себя в такой ловушке. Может быть, это была какая-то привязанность к какому-то человеку или месту или какой-то ситуации, и вы не хотели посмотреть ясно на ситуацию, как будто бы были завязаны глаза. Но вам нужно это отпустить, вам нужно увидеть ситуацию, как она есть, да, не так, как вам хочется видеть ее, или как вы себя сами обманываете в этой ситуации, и находясь на этом распутье, сделать этот выбор. Да, для вас этот выбор будет толчком вперед, который вас освободит и позволит вам выйти из ситуации вот этих ограничений, которые вы сами себе внушили. Да? Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для весов я завершаю. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.